Привет! Меня зовут Воронкова Юля, я очень люблю сладкое и не люблю полнеть. В этом видео я покажу очень нежный низкоуглеводный кокосовый торт со свежим лимонным кремом. Для крема понадобится 5 больших желтков, сок из 2 лимонов, примерно 100 мл, цедра от 2 лимонов, пакетик ванилина и 10 грамм сахарозаменителя. На низкой температуре, постоянно помешивая, уваривать до загустения. Затем полностью охладить. Охлажденный крем сильно загустеет. Его нужно слегка взбить миксером и добавить 250 грамм кокосовых сливок. Мне попались вот такие густые, но подойдут любые. Снова все взбиваю миксером. Для бисквита сначала смешиваю все сухие ингредиенты. 60 грамм протеина, 40 грамм кокосовой стружки, 10 грамм крахмала, 10 грамм сахарозаменителя и 10 грамм разрыхлителя. Перемешиваю. Затем в 5 больших белков, которые остались от крема, добавляю щепотку лимонной кислоты и взбиваю до плотной пены. Белки должны держать форму и не вытекать из миски. Затем по чуть-чуть добавляю сухую смесь и каждый раз очень аккуратно перемешиваю лопаткой, чтобы не сбить пену. Это довольно сложный процесс, поэтому если вы не хотите заморачиваться, то можете приготовить бисквит по этому рецепту в правом верхнем углу. Если форма для выпечки невысокая, то нужно добавить туда бортик из бумаги. Очень аккуратно переложить тесто в форму, разровнять и отправить выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Готовый бисквит очень поднимается, но сильно не радуйтесь, потому что он опадет примерно в 2 раза, а также уменьшится в диаметре. Если у вас получится сделать так, чтобы он не опадал, напишите, пожалуйста, мне об этом в комментариях. Накрываю и остужаю. Остывший бисквит разделить на 3 равных коржа и каждый корж подровнять формой диаметром 14 см, но это не обязательно. В разрезе получается вот такой пушистый бисквит. Для пропитки торта в 50 грамм кокосовых сливок просто добавляю 50 грамм воды и перемешиваю. Выкладываю бисквит в форму 16 сантиметров. Обильно пропитываю, потому что этот бисквит довольно сухой. Предварительно замоченный в воде желатин отправляю на 15 секунд в микроволновку. Растаявший желатин выливаю в крем и перемешиваю. Заранее я этого не стала делать, потому что крем холодный и желатин очень быстро схватывается. Вливаю чуть меньше трети крема. Кладу следующий бисквит, но не прижимаю. Выливаю еще столько же крема. Кладу третий бисквит и тоже не прижимаю. Выливаю оставшийся крем и заполняю им все пустоты. Теперь торт нужно хорошенько потрясти, чтобы крем равномерно распределился. Посыпаю 20 граммами кокосовой стружки. Отправляю торт в холодильник на 8 часов. Прикладываю 2 горячих полотенца к форме, чтобы легко извлечь готовый торт. Если вам понравился этот рецепт, поставьте ему лайк и подписывайтесь на канал. Вот такой красивый торт в разрезе получается. Правда, предполагалось, что бисквит будет белоснежно-белым и будет контрастировать с желтым кремом. Но мой протеин оказался слишком желтого цвета, и бисквит получился гораздо ярче, чем крем. Приятного вам аппетита!